Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики. Предлагаю с вами обсудить события прошедшей недели, о которых писали черногорские СМИ. Напомню, что если вы хотите получать новости день в день, то у меня есть телеграм-канал. Можете на него подписаться, там новостей намного больше, чем в этом обзоре. Ссылка в описании. Парламент Черногории до конца года примет поправки к закону о подоходном налоге. Дополнительный доход свыше 700 евро будет облагаться налогом. В целом, новая шкала будет выглядеть следующим образом. До 8400 евро 0%, от 8401 до 12000 9%, свыше 12000 15%. Налог не затрагивает соцвыплаты, пособия на детей, помощь при чрезвычайных ситуациях и доходы религиозных деятелей. Поправки также уточняют обязанность подавать декларации о доходах от имущества. Ранее ставки для дополнительного дохода не были четко дифференцированы по этим уровням. Налог брался единым образом по 9-11% для всех дополнительных доходов. Точная ставка зависела от вида деятельности и размера доходов. Новая шкала делает налогообложение более прогрессивным и прозрачным. А если сравнить с соседями, то в Хорватии стандартная ставка подоходного налога 20% для доходов до 6200 евро и 30% если свыше. Также есть налоговые вычеты и льготы для предпринимателей. В Сербии базовая ставка 10% на зарплаты и доходы физлиц. Предпринимательская деятельность облагается 10-15% в зависимости от системы. То есть это фиксированная ставка или прогрессивная. Таким образом, новая шкала Черногории делает мелкий дополнительный доход почти необлагаемым, средний умеренно облагаемым, а крупный по ставке сопоставимой с соседями. Установлена годовая квота разрешений на временное проживание и работу иностранцев. Что здесь важно? По сравнению с 25-м она фактически не меняется. 28 988 против 28 990 человек. То есть кому-то двоим не повезло, они в Черногории жить и работать не смогут. Государство официально признает структурную нехватку рабочей силы, прежде всего в туризме, строительстве и сервисе. Почти вся квота – это реальная занятость, а не сезонка. 21 668 постоянных разрешений против 2320 сезонных. И 5000 разрешений оставлены в ручном управлении, чтобы оперативно закрывать дефициты по запросу службы занятости. Таким образом, Черногория не собирается резко ограничивать иностранную рабочую силу, но и не расширяет ее. Черногория закрыла 5 переговорных глав с ЕС. Главы технические, экономические, не самые политически токсичные, но важные для движения вперед. С точки зрения Брюсселя, нормальный рабочий процесс. Интрига начинается с того, что 2 из этих глав, то есть сельское хозяйство и рыболовство, в пятницу внезапно без публичных объяснений заблокировала Франция. В итоге в понедельник Франция снимает блокировку, а главы спокойно принимаются. И вот дальше начинается самое важное. Благодаря чему, а главное кому это произошло? Версия президента Милатовича выглядит логично с точки зрения процедур ЕС. Когда возникает персональный блок со стороны крупной страны, его чаще всего снимают через прямой контакт лидеров, а не через министров. Версия премьера Спаича тоже жизнеспособна. Правительство готовило главы, вело переговоры месяцами, и без этой работы никакой звонок Макрону не помог бы. Истина, как обычно, где-то посередине, но политически каждый обязан утверждать, что именно он герой, потому что кто ассоциируется с прогрессом в переговорах, тот и ведет страну в Европу. На фоне радости от закрытия 5 глав есть один очень большой и очень трудно решаемый вопрос, а именно чей парусник Ядран. Чтобы закрыть еще одну главу для приближения к ЕС, Черногория должна вернуть Хорватии ее военное имущество, в частности этот парусник. Формальная позиция Хорватии проста и юридически выстроена. Корабль был приписан к Сплиту, где находилось командование ВМС Югославской народной армии. Следовательно, по логике Загреба, Ядран должен был перейти Хорватии как часть военного имущества, закрепленного за этим портом. То, что в момент начала войны он оказался на ремонте в Черногории, хорватская сторона рассматривает как временное обстоятельство, а не основание для смены собственника. Позиция Черногории опирается не столько на документы, сколько на фактическое владение. С начала 90-х корабль находится именно здесь, обслуживается, финансируется и эксплуатируется черногорскими ВМС. Его реальный порт приписки Тивот. И на практике именно Черногория несет все расходы и ответственность за судно уже более 30 лет. Проблема в том, что в международном праве факт длительного владения не автоматически равен праву собственности, особенно когда речь идет о военном имуществе и незавершенных процедурах правопреемства. Именно в этой серой зоне и застрял Ядран. Но это еще цветочки. Хорватия требует выплатить компенсации в размере 17 миллионов евро узникам военного лагеря в Морине.
изменить название бассейна в Которе, названного в честь бывшего ватерполиста Зорана Гопчевича, который был охранником в этом лагере, расследовать военные преступления, решить вопрос с имуществом хорватских граждан в Боке, урегулировать статус Превлаки, и выдвигаются не до конца конкретизированные, но внушительные требования по военному имуществу на сумму до 2 миллиардов евро. Ситуация чрезвычайно сложная и напрямую влияет на темпы продвижения в ЕС. Как думаете, смогут ли страны решить эти вопросы к 2028 году? Или даже к 2027, когда будут выборы? А вообще, почему Черногория так стремится в ЕС? Подробно об этом рассказано в этой статье или чуть покороче у меня в посте на канале. А если совсем коротко, то первое. Доступ к единому рынку ЕС, это 450 миллионов человек. Приток инвестиций и большие европейские фонды на дороги, энергетику, сельское хозяйство, экологию и цифровизацию. Второе. Право жить, учиться и работать в любой стране ЕС без разрешений, с признанием дипломов и равным доступом к образованию. Третье. Более жесткие стандарты управления, защиты прав потребителей и прозрачности власти, плюс участие Черногории в принятии решений ЕС. Четвертое. Рост политического веса, усиление безопасности, фактический статус граждан ЕС для черногорцев во многих процедурах. Пятое. Проще пересечение границ, доступ к общеевропейским системам безопасности, правосудия и кризисного регулирования. То есть ЕС – это больше денег, прав и возможностей, высший уровень жизни и управляемости страны. Цена за все это – болезненные реформы и конкуренция, но стратегически для Черногории выгода очевидна. И я посмотрел на примере Хорватии и Болгарии на горизонте 5 и 10 лет после вхождения в ЕС. Какие же результаты? В обоих случаях плюсы перевесили минусы. То есть можно утверждать, что эти заявления не оптимистичны, а плюс-минус реалистичны. И тут возникает резонный вопрос. Черногория получит много полезных для нее плюшек. А зачем все это Евросоюзу? Я поискал, что писали в открытых источниках по этому поводу, и вот что нашел. Первое. Геополитическая стабильность и безопасность региона. ЕС считает Западные Балканы стратегически важными для стабильности на юго-восточном фланге Европы и уменьшения влияния внешних игроков. Это часть общей политики ЕС по укреплению соседства и предотвращению конфликтов. Второе. Приверженность реформам и верховенству права. ЕС поддерживает Черногорию, потому что ее интеграция стимулирует проведение судебных, антикоррупционных и демократических реформ, ключевых критериев для расширения. Третье. Экономическая интеграция и инвестиции. ЕС видит экономическую синергию в расширении. Свободная торговля и инвестиции укрепляют общий рынок. Четвертое. Продвижение ценностей ЕС и цивилизационная интеграция. Поддержка европейской инициативы укрепляет доверие к ЕС как проекту, основанному на демократических ценностях, правах человека и стабильности. Это часть официальной концепции ЕС о надежной перспективе расширения для Западных Балкан. Тут, правда, возникает вопросик, как все это вяжется с новыми поправками в закон об иностранцах, где гражданам ЕС и некоторых других стран можно сильно больше, чем остальным иностранцам. Пятое. Практическое укрепление сотрудничества по безопасности и миграции. Хотя прямые документы часто не публикуют детали, ЕС работает с Черногорией в рамках соглашений по управлению границами и миграционными потоками. То есть, переводя с русского на русский, с соседями лучше дружить, чем воевать. Но поскольку дружба может быть только при условно близких интересах, взглядах и уровне развития, то более сильному товарищу разумнее подтягивать под свой уровень более слабого, чем опускаться на его уровень. Но дальше, как в песне, если с другом вышел в путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Еврокомиссия опубликовала отчет о соблюдении Черногории визовой политики и четко дала понять, что Черногория должна полностью привести визовую политику к шенгенским стандартам, без временных схем, исключений и сезонных послаблений. То есть ЕС требует не просто вводить визы, а выстроить полноценную шенгенскую систему. Биометрия, проверки, цифровые процедуры. Любые обходные пути, то есть временные безвизы, инвестиционное гражданство, считаются риском для безопасности ЕС. Программа гражданства за инвестиции формально закрыта, но ЕС требует перепроверки всех решений, включая возможную отмену уже выданных паспортов. Черногория обязана доказать на практике, что контроль миграции работает, а не просто отчитаться на бумаге. Таким образом, ЕС больше не принимают черногорскую специфику. Либо шенгенские правила целиком, либо торможение евроинтеграции. А учитывая, что Черногория и цифровизация как две параллельные прямые, то как будет решаться эта задача, непонятно.
Закон об иностранцах на прошедшей неделе обсуждался в Комитете по бюджету. Напомню, что новыми поправками предлагается предпринимателям и директорам не нанимать граждан Черногории для продления ВНЖ, а заплатить минимум 5000 налогов и сборов в год. Комитет в целом высказался за, потому что шаг к стандартам ЕС очевиден, но отдельные члены выразили сомнения, а вдруг это не так уж и прогресс, или появятся подводные камни для бизнеса. В итоге комитет посоветовал профильному по политической системе тщательно проверить поправки, особенно моменты с уставным капиталом и правами через недвижимость. Иными словами, хотят, чтобы на севере страны иностранцы не оказались в худшей позиции, чем в центре или на юге. Добавлю, что в ближайшую неделю следующего обсуждения закона об иностранцах в повестке парламента нет. И это хорошо. Пусть рассматривают все максимально долго и обстоятельно. Премьер Милой Каспаич 19 декабря едет в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париж. Цель визита – решить болезненный вопрос Котора. Дело в том, что по итогам сессии ЮНЕСКО летом 2025 года Черногории дали срок до 1 февраля 2026, чтобы предоставить обновленный доклад о состоянии сохранности региона. Если рекомендации не будут выполнены, статус Котора как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО может оказаться под угрозой. Причины этого просты. Неконтролируемая застройка, проблемы с высотностью и плотностью зданий, отсутствие четкого плана сохранения памятника, перегруженность исторического центра туристами, в том числе с круизных лайнеров. Интересно, что еще летом министр Радунович говорил, что требования выполнить сложно эти, а президент Милатович предлагал взвесить, что важнее – развитие или статус ЮНЕСКО. И выбор этот очень непростой. В минувшие выходные на фоне неблагоприятных погодных условий Плевля оказалась в плотном дыму. Напомню, что ТЭС в Плевле 30 ноября возобновила работу после экологической реконструкции стоимостью около 70 миллионов евро. В итоге концентрация диоксида серы достигла 805 микрограмм на кубический метр, при том, что допустимая суточная норма в Черногории 125, а порог, требующий немедленного реагирования государства, 500. Как следствие, фиксировались массовые госпитализации взрослых и детей, и в отдельных случаях даже требовалась вентиляция легких. А причина была в том, что ТЭС после реконструкции работала без системы десульфурации, то есть без ключевого очистного оборудования. В одном из прошлых выпусков я говорил, что руководство ТЭС потребовало, чтобы китайцы приехали и все починили. Но, видимо, они приехать не смогли, поэтому запустили так. Без фильтра. И вообще получается ТЭС Плевля таким чемоданом без ручки, поскольку она, с одной стороны, обеспечивает около 40% электроэнергии страны, но с другой одновременно является крупнейшим источником выброса СО2. Более 50% всех промышленных выбросов дает она. Электричество, которое оно вырабатывает, будет обходиться населению все дороже и дороже, причем во всех смыслах. А остановить ее резко тоже нельзя, поскольку это еще и рабочие места. А север Черногории, как я уже рассказывал в прошлом выпуске, это вам не Киева с Будвой. Там все грустно. На горнолыжном курорте Савинкук произошла тяжелая авария на канатной дороге. Погиб 34-летний гражданин Германии, упавший с высоты около 70 метров. Его 30-летняя жена с тяжелыми травмами, перелом бедра и травмы головы, доставлена в клинический центр Черногории. Трое человек, граждане Сербии, Германии и Черногории, несколько часов провели заблокированными в кабинках на большой высоте. Затем были эвакуированы. Над Будвой полиция обнаружила автомобиль с телом гражданина Турции. О его исчезновении сообщалось еще 3 декабря. Машину нашли во овраге глубиной около 70 метров. Вероятная причина – слетел с дороги. И еще одно ДТП со смертельным исходом произошло на этой неделе. Погибла 20-летняя девушка, а 2 молодых парней получили серьезные травмы. К сожалению, в Черногории есть очень опасное сочетание горячей крови, беспечности, мягко говоря, особых свойств асфальта, обилия поворотов и своеобразной системы контроля ПДД. Поэтому аварий много, некоторые из которых заканчиваются трагично. Скоро Новый год, а значит будут петарды, радость некоторых детишек от того, что от их шалости пугаются случайные прохожие и животные, а также неизбежно будут оторванные пальцы у некоторых юных петардастов. Хотя я думаю, что в первую очередь главные петардасты это не те, кто потребляет, а те, кто распространяет, то есть продавцы. Но, как известно, деньги не пахнут, поэтому если есть спрос, надо пользоваться. Так, в Никшиче полиция нашла у одного предпринимателя почти 11 тысяч различных петард. В прошлом году на Новый год лично мне с ребенком было крайне некомфортно гулять по городу. Ребенок от каждого взрыва начинал плакать, а я вздрагивал. В чем радость такого развлечения? Не понимаю. И в детстве не понимал. Поправьте меня, если я не прав. Но мне кажется, в этом году этих бах-бах стало гораздо меньше. Впрочем, Новый год это не только петарды, но и различные мероприятия. Если вы хотите, чтобы я сделал отдельный ролик о них, напишите, что именно вас интересует и в каком формате вы хотите, чтобы я это сделал.
Увидимся в комментариях и в телеграм-канале. Там свежие новости, напомню, выходят почти каждый час. Ссылка в описании.